Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. У меня для вас сегодня оригинальная модель. Модель, которая заслуживает вашего внимания. Я сделала два варианта на заказ. И третье пальто, жилет я раскроила. И вот решила собрать, порадовать себя. Цвет потрясающий, аквамарин. Впереди весна, поэтому такое облегченное интересное пальто, а может быть жилет. То есть что-то у меня точно получится. Вместе, конечно, с вашей помощью пишите в комментариях, что бы вы видели, как ваше видение. То ли это с рукавчиком в виде довяза, то ли это жилет без рукава. Ну, то ли, вот видите, здесь вариант может быть такого кармана, или же накладной такой карман, отлитной такой карман интересной формы, полукруга с листочкой. Я как раз и делала два абсолютно разных варианта. Вы их увидите на фотографии, на фото. Ну и теперь третий вариант для себя очень сложно определиться. Получилось такое решение необычное фонарика, как мои девочки ласково прозвали эту модель экзотическим названием Ягуана. Ну вот, да, есть какое-то сходство. Тем более сейчас очень актуально расширенное плечо. Ну вот у меня получился такой вариант. Опять же, он простой в изготовлении. Ну, я всегда стараюсь минимизировать количество швов. И вот как раз ничего лишнего, все по существу. Веер выточек, которые нам и дали такую интересную форму фонарика. Ну и отрезной бачок, переходящий в карман. Ну вот в данном случае это мешковинка кармана. И может быть я буду делать на распашивалочке отстрочку. И здесь тоже распашивалочка декоративным швом пройду. То есть я пребываю в таком поиске творческом. Также здесь может быть стойка, отложной воротничок, но мне хочется на фоне вот этого интересного кроя, необычного верха, хочется что-то здесь еще такое необычное создать. Ну, есть мысли комбинаций. Вот, к примеру, я заготовила такой вот уголок неопрена сетчатого, обработала край этим материалом, это шерстяной ладен, и думаю сделать, к примеру, такой вот подборт из неопрена, переходящий в стоечку, прозрачную стоечку, и вот так, чтобы оно у меня здесь еще добавляло жесткости, ну и выходила на такую вот интересную стойку. Учитывая, что шерстяной ладен, он может быть с обрезным необработанным краем, достаточно проложить строчку, зафиксировать. Вот я здесь отрабатываю различные варианты обработок технологических узлов. Ну и есть идея сделать такой вот подборт, и может появиться неопрен на рукавчике. Ну, опять же, сейчас в тренде сетка, дырки, поэтому можно вот ввести неопрен в эту модель. А можно вообще ничего сюда вот в зоне горловины не делать, а сделать, к примеру, вообще V-образный ворот. То есть, ну, на двух кнопках много всяких мыслей. Пальто одно, а я пребываю в таком творческом поиске, определяюсь.
что же в итоге получится, мне даже самой интересно. Я часто люблю использовать неопрен в комбинации, и у меня есть интересное пальто неопрен с ладеном. Вы можете посмотреть по ссылочке. Ну, а это пальто, может быть, останется и без комбинаций. Вот такое лаконичное, здесь достаточно насыщенно композиционно плечо. И, в общем-то, сейчас вот смотрю и просто получаю удовольствие от этой формы. Такая она самонесущая, вот здесь нет ни подплечников. Ну, может быть, мне придется немножечко углубить, выбрать, но достаточно, наверное, будет обработать это все на сантиметровым припуском. И учитывая, что у меня свитер объемный, но как бы все выкладывается без заломов. Спинка очень красиво переходит вот в это интересное решение. Поэтому вот опять же думаю, как лучше с таким карманом или с таким карманом. Любимое состояние такое, когда нужно определиться, творить, возникают новые идеи по ходу. То есть такое любимое состояние творческого процесса. Ну вот, учитывая опять же вот это диагональное направление подреза по полочке и сочетание карманчика тоже красиво, но и эта форма, она как-то такой восьмерочкой закручивается, переходит в наш объем, тоже красиво. Поэтому хоть одну половину делать в таком варианте, другую в другом. Ну, буду думать, и скорее всего, что вы меня окончательно, конечно же, увидите в этом моем пальто, потому что я уже до него добралась. Сейчас мы с вами, друзья, рассмотрим на столе мою схему, и вы увидите, разберетесь, где что раздвигать, добавлять, чтобы получился такой оригинальный объем. В основе жилета пальтовая свободная основа оверсайз, безвыточная. Вы видите спинка, полочка. И здесь отрезной бачок с цельнокроенным карманом. Полочка двубортная. Деталь переда вот здесь, она у нас пристроена к спинке. То есть спинка заходит на перед, на полочку. Образует вот линию реза. Эта линия смотрится как кокеточка отрезная. И здесь у меня начинаются выточки, которые создают объем. То есть я заводила специально деталь спинки наперед, чтобы уже отсюда у меня был объем, на выточка поднимала мое плечо, создавала вот этот вот красивый объемчик, объем фонарика. И вот выточки мои, вершины, привязаны к осям, размеры красным указаны. Далее у нас радиусы этих моих выточек и растворы радиусов показаны. Ну и расстояние между выточками. То есть здесь, в принципе, все размеры указаны, все понятно, разобраться можно. Также построение вот горловины, здесь все это указано. Теперь построение нашей проймы по переду. Она имеет форму овала. И мы из вершины, из плеча соединяем с низом нашей проймы. Вот эта линия. И показан размер, к середине которого строится перпендикуляр, откладывается 5 сантиметров и создается форма овала. Ну, опять же, вы будете смотреть, может быть, вам захочется углубиться или как-то немного изменить, оформить эту линию по-другому. Поэтому это вы уже смотрите индивидуально на примерке. Ну, показана
отрезной бачок. У меня вот здесь образовалась выточка. Опять же, на примерке мне захотелось убрать вот такую 1,5 сантиметра вот лишний объем. Хотя это безвыточная основа. Ну и карманчик привязочки, линия входа в карман. То есть у нас может быть как такой карман сумка отлитной, так и врезной карманчик врезной. Тут уже вы сами смотрите, как вам будет приятнее его оформить. Опять же, вы уже смотрите по своим размерам, по своим основам. У меня дана свобода в полуобъеме 8-12 сантиметров. Вот обычно дается на пальто оверсайз. Поэтому вы уже тоже смотрите, как вам больше нравится. И расход ткани 1,70 м для этого изделия. Ну и я предлагала в этой модели рукава и стойку в другом качестве. То есть здесь может быть это вяз, может быть сетка неопреновая, или вообще может и не быть ни рукава, ни стойки. Тут опять же вы смотрите под себя, под ваши желания. Такая интересная оригинальная модель, которая может быть в виде жилета, может быть из костюмки, платья, летний вариант. Здесь уже основа дана, идея есть, идея заслуживает вашего внимания. А вы уже сами эту идею используете в своих моделях, в своих вариантах. Мы рассмотрели, разобрались, все понятно. Желаю вам удачных построений и изготовлений этого чудесного фасона. А сейчас я крупным планом пройдусь по всем размерам, если вдруг что-то не видно и что-то непонятно. Полочка, овал пройма, ширины, размер захода. Может быть однобортным, с молнией по переду. Тут тоже творчество безгранично. Привязка кармана. Это наша спиночка. Заужение по низу. Друзья, модель мы рассмотрели. В данном случае жилета-пальто из теплой ткани, шерстяной ладен. Но эту идею можно использовать в жакетах, в платьях, в блузах, в более тонких тканях. Да, кстати, может быть еще и поясочек тоненький такой вот. Ну, много здесь потенциала в этой идее. И длина хорошая меня устраивает. Будем думать. Пишите в комментариях свое мнение, подсказывайте мне. Я всегда прислушиваюсь, и вместе с вами мы посмотрим, что же у нас получится. До скорых встреч, друзья, на моем творческом канале. Пока-пока!